Всем привет! После долгого перерыва я снова рада видеть вас всех на своем канале. Спасибо всем, кто не забывал меня, писали мне, беспокоились, когда же увидим мы мастер-классы ваши. Вот я наконец-то решила связать зайчика. Выбрала время для этого. К сожалению, у меня его мало свободного, но тем не менее мастер-класс такой готов. Зайчик – это символ будущего года. Уже все, наверное, связали и не по одному зайчику. Я вот в этом году припозднилась. Но я думаю, что мы еще с вами успеем навязать за 2 месяца заек. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что я вязала этого зайчика способом, эти столбики без накида я вязала крестиками. Кто со мной вяжет игрушки, они знают, что я всегда вязала галочками сколько лет. Способ, ну, в интернете есть там много видео по этим способам. Разница в захвате нити. Вот. Я всегда вязала галочками. В этот раз я решила попробовать крестиками, потому что мне понравилось тем, что очень плотное получается вязание. Набивается очень хорошо, плотно, и нету никаких просветов. Я вообще очень туго вяжу игрушки, и все равно, когда галочками вяжешь, у меня все равно были просветы какие-то. За счет этого получается оно, само полотно симпатичнее. Вот, поэтому мне, конечно, сложновато было вязать, даже с моим опытом, и то я как будто заново училась. Нить захватываешь по-другому, уже сложнее. Но я уже немножко все равно приспособилась, и я думаю, что в дальнейшем я буду все свои игрушки вязать крестиками дальше. Так, что еще? Значит, вязала, как всегда, из своей любимой пряжи Yarnart Jeans. Так, основной у меня цвет был молочный 0,3. Цветерок горчишный номер 84. Штанишки, это хаки номер 82. Использовала глазки на безопасном креплении 9 мм, носик пластиковый 10 мм, приклеивала горячим клеем. Ниточки ирис для вышивки, ресничек и бровок. Крючком вязала 2 мм, а шарфик вязала спицами 2,5 мм. Наполнитель, как всегда, у меня холофайбер. Также маркеры понадобятся. Так, что еще? Ну, кто не вяжет спицами, девочки, может быть, можно этот шарфик связать точно так же и крючком. Просто набрать несколько петель и связать столбиками без накида за заднюю стеночку петли. И все, и тоже будет крючок, можно где-то тоже 2,5 взять, и тоже так же получится. Вот. Зайчик получился ростом, значит, около 17 сантиметров без ушек и где-то 20 сантиметров с ушками. Так вот. Такой вот зайчик. Ну все, наверное, больше. Что еще сказать? Как всегда, кто со мной свяжет, девочки, жду, конечно, ваши фото обязательно. Ну, давайте приступим к вязанию этого зайки. Вяжем ручки. Берем основной цвет. Делаем кольцо амигуруми. Кому как удобно, кто как делает. Закрепляем. В кольцо провязываем 5 столбиков без накида. Напоминаю, в этот раз я буду вязать столбики крестиками. Это захватываю сначала сверху рабочую нить, затем снизу. На ютубе много роликов, как вязать галочками, как вязать крестиками. Но кто со мной вяжет мои игрушки на моем канале, знает, что я всегда вязала галочками игрушки. Ну, в этот раз я решила попробовать связать крестиками. Мне очень понравилось. Вид игрушки, плотность и так далее. Очень много плюсов. Мне немножко непривычно еще вязать, но я постараюсь. 5 столбиков вяжем в кольцо. 2, 3,
4 и 5. Затягиваем колечко. Второй ряд, в каждую петлю провязываем по 2 столбика. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, в третью, четвертую и в пятую петлю 2 столбика без накида. Подтягиваем еще раз. У нас получилось 10 петель в ряду. Теперь 2 ряда, третий и четвертый ряд нужно провязать по 10 столбиков без изменений. Вяжем третий и четвертый ряд. Провязали третий и четвертый ряд по 10 столбиков. Теперь нужно сменить ниточку на цвет свитера. Я меняю, как всегда, цвет таким образом. Здесь провязываю еще один столбик без накида, в следующую соединительный столбик, ниточку закрепляю и обрезаю. Теперь берем ниточку цвета свитера. У меня это горчичный. Делаю закрепительную петлю. Вот таким образом поворачиваю, захватываю ниточку. Просто петельку вот такую с узелком. Затем здесь вот петля, в которую мы делали соединительный столбик, а это вот, где мы провязывали дополнительный столбик без накида. Вот в эту петлю, где столбик провязывала, я начинаю вязать ряд следующим цветом и провязываю так до конца ряда 10 столбиков. Сейчас я довяжу и покажу, как я в конце ряда провязываю последний столбик, чтобы было незаметно вот эта вот смена цвета. Так, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний столбик я провязываю так. Захватываю ниточку, как обычно, из этой петли, из последней 10-й, и следующую еще ниточку захватываю, основание вот этой первой петли, не в саму петлю, вот как она провязанная уже, да, а вот откуда мы ее вязали, вот в это основание я захватываю тоже также ниточку, и у меня 3 петельки на крючке, и тогда я уже заканчиваю столбик без накида. Таким образом здесь менее заметен будет переход цвета. Это мы связали 5-й ряд и вяжем еще 7 рядов, провязываем всего, в общем, вяжем с 5 по 12 ряд без изменений 10 столбиков. 5-й мы связали, еще 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд провязываем этой ниточкой по 10 столбиков без накида. Все, провязали 12 ряд. Теперь надо немножечко добавить наполнителя сюда. В нижнюю часть только я добавляю ручки. Вяжем 13 ряд. В начале ряда провязываем убавку. Как всегда, за передние стеночки петли захватываем и провязываем столбик без накида. Убавка. И до конца ряда у нас остается 8 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. В этом ряду у нас получилось 9 столбиков. 14 ряд провязываем без изменения 9 столбиков без накида. 15 ряд провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Захватываем за передние стеночки, провязали убавку. До конца ряда дальше провязываем 3 столбика без накида. У нас остается 3. Всего в этом ряду у нас получилось 8 петель. 16 ряд вяжем без изменения 8 столбиков без накида. Провязали 16 ряд 8 столбиков. Теперь вяжем 17 ряд заключительный, складываем ручку пополам, в следующую петлю вставляем крючок и вытаскиваем с этой стороны вот в эту же петлю, в основание петли, которая у нас на крючке. Провязываем первый столбик, следующую тоже захватываем обе петли с этой стороны, обе стенки петли с этой стороны и обе стенки со второй стороны, и соединяем 2, 3, 4. Все, соединили 4 столбиками. Ниточку закрепляем и обрезаем. Все, теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Вяжем ножки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми, закрепляем. В колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Второй ряд, в каждую петлю провязываем по 2 столбика. В каждую петлю делаем прибавку. И так 6 раз. В конце ряда у нас получится 12 петель. В каждую петлю по 2 столбика. Третий ряд. В первую петлю столбик без накида, в следующую прибавка 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. Столбик, прибавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд вяжем без изменений 18 столбиков без накида. Пятый ряд провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь подряд делаем 3 убавки. За передней стенкой первая убавка, сразу же вторая и третья. И до конца ряда у нас остается провязать еще 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. В этом ряду у нас получилось 15 петель. Шестой ряд. 3 столбика подряд. 1, 2, 3. Затем убавка. И так нужно повторить еще 2 раза. 3 столбика, убавка, 3 столбика, убавка. И у нас получится в ряду 12 петель. Провязали шестой ряд. Теперь нужно сменить ниточку на цвет штанишек. Провязываем еще 1 столбик без накида. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем и обрезаем.
Теперь берем нитку цвета штанишек, какую вы будете вязать. Делаем закрепительную петельку одну, так же как мы на ручках делали. И вот здесь вот справа от соединительной петли, куда мы провязали дополнительный столбик без накида, в эту петлю начинаем вязать. И провязываем ряд за обе стенки пока 12 столбиков без накида. 8 ряд. Также провязываем 12 столбиков, только за заднюю стенку петли. Мы будем штанишки потом обвязывать снизу. За дальнюю стеночку захватываем петлю и провязываем все петли за задние стенки. Так, вяжем до конца ряда 12 столбиков за задние стенки. Провязали этот ряд за задние стенки. Теперь с 9 по 13 ряд будем вязать за обе стеночки петли, также по 12 столбиков. Вяжем за обе стенки 9, 10, 11, 12 и 13 ряд. 5 рядов. 14 ряд. Провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. В следующую петлю прибавка. Так нужно провязать еще 2 раза. 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. И в конце ряда у нас получится 15 петель. 15 ряд провязываем без изменений 15 столбиков без накида. Все, провязали 15 ряд, 15 столбиков. Теперь смотрим, где у нас вот эти были убавки спереди. Это будет носочек, да? Складываем вот так вот, чтобы они спереди были. И до середины еще провязываем, у кого сколько там получится петель. Четыре у меня получилось. И делаем соединительный столбик. И на первой ножке петлю закрепляем и обрезаем. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ножку, но на второй ножке ниточку не обрезать. Мы будем ножки соединять в тело. Вот я связала еще одну ножку. Здесь довязала 15 ряд, 15 столбиков. И ниточку пока не обрезаю. Теперь нужно нам отметить места соединения ножек. Вот так будем соединять. Я уже отметила. Сейчас скажу, как я это делала. Я наполнила немного, ну, полностью, чтобы не до конца, чтобы не мешало вязать. Так, но вот здесь вот эти все места, чтобы понять, где у нас носочки, вот эти, где мы делали убавки. Вот так вот. Теперь просто вот так вот смотрим, где у нас эти носочки спереди. И вот так вот пополам соединяем. На вот этой ножке, значит, мы с этой стороны, получается, которую мы вот ниточку не обрезаем, она вот на нас смотрит. Вот здесь ставим на серединке маркер, прям посередине петля. И здесь точно так же вот так соединяя края. И эту ножку с этой стороны ставим маркер. Вот так будем их соединять. На нас смотрят носочки. И довязываем до этого маркера. Так, сейчас. Я остановилась здесь на 15 ряду, 15 столбиков провязала. Теперь я смотрю, у меня до середины еще остается 1, 2, 3, 4, 5. До маркера я довязываю, снимаю маркер, и в эту петлю, где был маркер, я делаю соединительный столбик. Так. Затем для соединения ножек я провязываю 2 воздушные петли. 1, 2. Беру вот эту ножку
И делаю соединительный столбик в петлю, где стоит маркер у меня. Сейчас я его сниму. Вот. В эту петлю я делаю соединительный столбик. Вот таким образом мы ножки соединили. Все. Теперь у нас начнется первый ряд тела. Я ставлю маркер себе для удобства. И начинаем вязать первый ряд тела. Я начну считать с первого ряда, отсчитывать я всегда так делаю, мне так удобнее. Провязываем по вот этой ножке. Здесь у нас же 15 петель, так и провязываем. Без изменений по этой ножке 15 петель. 1, 2 и так далее. Так, провязали 15 петель, дошли до 2 воздушных петель. Смотрим, чтобы они были не перекручены, потому что бывает ножка крутится. Дошли до этих 2 петель и по ним провязываем по одному столбику тоже. 1 и вторую воздушную петлю провязываем столбик без накида. Далее у нас идет вторая ножка, и здесь тоже провязываем 15 петель. Со следующей вот петли, не туда, где был соединительный, а со следующей, провязываем точно так же 15 столбиков. Довязали 15 столбиков, и теперь с этой стороны эти 2 воздушные петли точно так же провязываем по одному столбику. 1 и второй сейчас. 2. Все. Первый ряд провязан. Второй ряд. Так, в первом ряду у нас получилось 34 петли. Вяжем второй ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю делаем прибавку 2 столбика. Далее 8 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. В следующую петлю прибавка 1, второй столбик, и опять 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка в следующий. И еще раз 8 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую петлю прибавка. 1 и второй столбик. В этом ряду у нас получилось 38 столбиков. Далее 3 ряда, 3, 4 и 5 ряд вяжем без изменений по 38 столбиков без накида. 3 ряда. 6 ряд вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем убавку. Вместе 2 петли. Далее до следующей стороны провязываем 17 столбиков без накида. 1, 2, 16, 17.
Затем делаем убавку. 2 петли вместе. Так, и до конца остается довязать 10 столбиков. 1, 2, 9 и 10. Так, в этом ряду у нас получилось 36 петель. 7 ряд провязываем без изменений, 36 столбиков без накида. Провязали 36 столбиков. Теперь нам нужно будет сменить цвет нити на цвет свитерка. Для этого провязываем еще 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, закрепляем воздушной петлей и ниточку обрезаем. Я добавила еще наполнителя в ножки. Берем ниточку цвета свитера, делаем опять же такую же петельку закрепительную и посерединке соединяем. Начинаем вязать свитерок. У меня эта середина, это 4 от соединительного столбика, включая соединительный. 1, 2, 3, 4. Вот серединку. Начинаем вязать. Первый столбик за обе стенки. Этот ряд за обе стенки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дошли до бока. Далее убавка. За передние стеночки 2 петли вместе. Далее 15 столбиков ровно. 1, 2, 15. Далее опять убавка за передние стеночки. И дальше до конца ряда довязываем еще 8 столбиков. И 8. Так, это у нас был 8 ряд. Здесь у нас получилось сейчас 34 петли. Следующий ряд 9. Провязываем 34 столбика за заднюю стенку петли. Ставлю маркер. И следующий ряд вяжем за дальние стеночки, за заднюю стенку петли. 34 столбика. Все. Вяжем 9 ряд. Так, связали 9 ряд за заднюю стенку петли, вяжем 10 ряд. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Далее вяжем 15 столбиков ровно. 1, 15. И дальше сбоку опять делаем убавку. Далее до конца ряда у нас остается 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В этом ряду у нас получилось 32 петли. Следующий 11 ряд провязываем без изменений 32 столбика. 12 ряд вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Далее делаем убавку. Затем 14 столбиков ровно. 1, 2, 14. Далее убавка. До конца ряда довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В этом ряду у нас получилось 30 петель. Следующий ряд, 13 ряд, вяжем без изменений, 30 столбиков без накида. 14 ряд. Не забывайте в ходе вязания набивать игрушечку. 14 ряд, 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем убавка. Далее ровно 13 столбиков. 1, 2, 13. Затем убавка. И до конца ряда остается провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В этом ряду у нас получилось 28 петель. Следующий 15 ряд, вяжем без изменений 28 столбиков. 16 ряд, 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем убавка. Далее ровно 12 столбиков. 1, 2, 12. Убавка. До конца ряда еще 4 столбика остается провязать. 1, 2, 3, 4. В этом ряду у нас получилось 26 петель. Следующий 17 ряд вяжем без изменений 26 столбиков без накида. 18 ряд вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее делаем убавку. Затем 11 столбиков. 1, 11. Убавка. Довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 столбика. Так, в следующем ряду, в 19 ряду, мы будем ввязывать ручки. Так, я себе вот так вот отметила. Сейчас скажу, сколько петель. Здесь у меня посередине между маркерами свободно 8 петель средних. Тоже можете так отметить, средних 8 петель. Вот здесь свободные. И в следующие петли ставим маркеры для ручек. Начинаем вязать. Так, 19 ряд. Вяжем 7 столбиков. 1, ну у меня, по крайней мере, вы у себя смотрите, как у вас получается. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ручка у нас 4 петли,
берем ручку, в первую петлю вставляем крючок и в следующую петлю начинаем привязывать. 1, так, следующую петлю на ручке и на теле захватываем, простите, 2, 3, убираем маркер, и 4-ю петельку. Все, одну ручку привязали. Дальше провязываем вот эти средние 8 петель до следующего маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убираем маркер. Берем вторую ручку. Так, 1, 2, 3, 4. И до конца ряда у нас остается еще одна петля, один столбик провязать. Да. Все, ручки привязали. Добавляем еще наполнитель и вяжем 20 ряд. В 6 раз нам надо провязать 2 столбика убавка. 1, 2, следующую петлю убавка. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика убавка. У нас получится 18 петель в конце ряда. И теперь вяжем последний ряд тела. Это будет 21 ряд. 18 столбиков без накида, без изменений. Довязали 18 столбиков. И теперь будем менять на основной цвет ниточку. Будем приступать к вязанию головы, продолжать вязать. Для этого я, чтобы не отсюда начинать, чтобы где-то с серединки, я еще несколько довяжу петель. Два, ну скажем 3, и соединительный столбик делаю. Ниточку закрепляем и отрезаем. Все, на этом вязание тела у нас окончено. Приступаем к вязанию головы. Делаем закрепительную петельку, одну так же, как делали раньше при смене цвета. И начинаем вязать первый ряд головы. Я буду считать опять же с первого ряда, мне так удобнее. Вяжем. В каждую петлю нам нужно провязать по 2 столбика без накида. У нас было 18. Сейчас мы в каждую петлю провяжем по 2 столбика. И соответственно в конце ряда у нас получится, в конце первого ряда у нас получится 36 петель. Все, вяжем до конца ряда в каждую петельку по 2 столбика без накида. Так, все, сделали 18 прибавок, у нас получилось 36 петель. Вяжем второй ряд. Провязываем 5 столбиков
без накида прибавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. 5 столбиков прибавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. Третий ряд. Также будем делать прибавки. Провязываем 6 раз, 6 столбиков прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 48 петель. Четвертый ряд. Также у нас будет 6 прибавок. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 54 петли. Так, провязали. Теперь 4 ряда. 5, 6, 7, 8. Провязываем по 54 столбика без изменений. Вяжем 5, 6, 7, 8 ряд. 9 ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. 7 столбиков убавка. И в конце ряда у нас получится 48 петель. 10 ряд вяжем без изменений. 48 столбиков без накида. 11 ряд вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6 и делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас будет 42 петли. Теперь 12 и 13 ряд. 2 ряда вяжем по 42 столбика без накида. Вяжем 12 и 13 ряд. 14 ряд вяжем 5 столбиков убавка. 2, 3, 4, 5 и убавку. Так вяжем до конца ряда 5 столбиков убавка, и в конце ряда у нас получится 36 петель. Затем 15 ряд вяжем без изменений 36 столбиков без накида. Провязали 15 ряд 36 столбиков, и нужно прикрепить глазки. Я это делаю так: я смотрю, где серединка у нас головы, отсчитываю снизу 10 рядов, и между 10 и 11 первый ряд считается вот этой головы, где мы делали прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между 10 и 11 я креплю глазки. Между глазками у меня 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается вот середина, и по 3 столбика отсчитываем и намечаем.
Затем я беру какую-нибудь такую палочку, в данном случае апельсиновая палочка, и делаю просто отверстие вот так, чтобы удобно было глазки вставлять. Вот таким образом. Так. Все. И тогда уже прикрепляю глазки. Их тогда уже очень удобно прикрепить. Вот так вот. Вяжем 16 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. Так вяжем до конца ряда. 4 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Так, провязали. На этом этапе уже нужно начать наполнять голову. Прям распределяйте вот так вот по щечкам наполнитель. И вяжем 17 ряд. 3 столбика, убавка. Три и убавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. 18 ряд вяжем 2 столбика, убавка. 1, 2, убавка. Так вяжем до конца ряда 2 столбика, убавка. В конце ряда получится 18 петель. 19 ряд вяжем 1 столбик, убавка. Не забывайте после каждого ряда добавлять наполнитель. Так вяжем до конца ряда 1 столбик, убавка. В конце ряда получится 12 петель. И 20 заключительный ряд. Потом провязываем 6 убавок подряд. 6 убавок провяжем, останется 6 петель. Все, сделали 6 убавок. Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем, берем иголочку и за передние стеночки стягиваем отверстие. Все 6 петель. Вот за переднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все. Отверстие затягиваем. И прям вот в серединку этого отверстия вставляем иголочку и вытаскиваем. Ниточку подтягиваем. Вот так вот. Все, голова готова. Свяжем ушки. Кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Второй ряд вяжем 3 раза, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Так вяжем
всего 3 раза. В конце ряда получится 9 петель. Третий ряд вяжем 2 столбика прибавка 3 раза. 1, 2, следующую петлю прибавка 2 столбика. Так, вяжем еще 2 раза 2 столбика прибавка. В конце ряда получится 12 петель. Четвертый ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида по кругу. Пятый ряд вяжем 3 столбика прибавка 1, 2, 3. В следующую петлю прибавка. Так, вяжем еще 2 раза 3 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 15 петель. Шестой ряд вяжем 4 столбика прибавка 1, 2, 3, 4. В следующую петлю прибавка. Вяжем еще 2 раза 4 столбика прибавка, и в конце ряда у нас получится 18 петель. Провязали шестой ряд 4 столбика прибавка 3 раза, и у нас получилось 18 петель. Теперь с 7 по 14 ряд вяжем без изменения 18 столбиков без накида. Вяжем с 7 по 14 ряд. Все, вот я провязала 14 рядов. Соединять края я не буду, мне так удобнее пришивать. Следующую петлю делаю соединительный столбик и ниточку обрезаю. Оставляю кончик для пришивания. Ниточку вот так вытягиваем. Потом будем вчетверо вот так складывать ушко и вот так пришивать. Я покажу потом. Теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Теперь свяжем хвостик и затем приступим к обвязке штанишек, свитерка и потом сборки игрушки. В колечко амигуруми провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваем колечко. Второй ряд провязываем 5 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика. В конце ряда у нас получится 10 петель. Затем третий ряд провязываем без изменения 10 столбиков. Все, провязали 3 ряда. Затем в следующую петлю делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания. И вытягиваем. Так, теперь нужно обвязать штанишки и свитерок. Вот один я уже одну ножку обвязала. Берем игрушку вот так себе вверх ногами. Ножки на себя смотрят. И вот здесь за задние стеночки петли, которые мы оставляли, вернее за передние, за задние мы вязали, вот эти передние стеночки цепляем нить. Неудобно на камеру. Сейчас. Вот, просто продеваем в петлю, я продеваю и завязываю на узелок. Все. Теперь в эту же петельку, которую узелок сделали, так, продеваем, делаем воздушную петлю, продеваем ниточку и делаем одну воздушную петлю. И все. И далее по вот этим вот петелькам
передним стеночкам. Провязываем просто обычные столбики без накида. Здесь у нас их 12 столбиков. Не затягиваем. Можно так вот нормально посвободнее, чтобы они как столбики были вот так. И все. И так обвязываем весь низ. Все, я за камерой провяжу, потому что очень неудобно. Все, в конце делаем здесь соединительный столбик, связываем вместе все, и вот эти все ниточки прячем внутри штанишек. И также точно свитерок обвязываем. Присоединяем нить где-нибудь за любую петлю. Можете сзади, можете сбоку. Я вот сбоку сделала. И вот так опять же ножки вверх, головой вниз на себя ноги. Присоединяем ниточку точно так же. И опять же делаем воздушную петлю и начинаем провязывать за передние стеночки столбики без накида. Так вот, по всей длине. Здесь потом делаем соединительный столбик, ниточки прячем внутри тела. Теперь можно пришить хвостик. Я пришиваю хвостик просто прям под свитером. Вот здесь вот. Просто начинаю так посерединке где-нибудь. Одну захватываю петлю на зайке и одну петлю на хвостике. Все. И вот так по кругу пришиваю. Потом, когда остается немножко место еще открытое, добавляю небольшое количество наполнителя. И все. До конца довязываю, соединяю и ниточку прячу. Теперь сделаем утяжку глазок. Я уже много раз показывала на своих игрушках, но еще раз покажу. Я отрезаю 2 длинные ниточки. Такие вот примерно. Беру длинную иголку. И вот здесь вот снизу, где-то между первым и вторым рядом, вставляю иголку, а вывожу сбоку глазика. Прям в отверстие. Протягиваем, здесь оставляем. Затем с этой стороны тоже сбоку продеваем, а выводим на одну петельку в сторону. Не в это же отверстие, а на одну петлю рядом. Все, эту ниточку нужно провести под глазиком. Прям туда ее утопить. Также точно с этой стороны прикрепить, продеть ниточку. Вот, с этой стороны тоже так же сюда по бокам продела и на одну петельку вдела ниточку и рядом в петлю вывела. Теперь просто завязываю сначала на один узелок и подтягиваю. Теперь второй тоже так же. Завязываю на узелок и подтягиваю. Так, и смотрим с одной стороны, с другой стороны. Подтягиваем и смотрим, чтобы было одинаково.
Потом завязываю еще на 2 узелка. Два. Теперь этот также подтягиваем, чтобы одинаковые были. После этого завязываем. Все. Теперь эти ниточки вставляем в иглу. И выводим в то же отверстие, где у нас были, куда-нибудь в сторону выводим, в голову. Так, подтягиваем немножко. Все. И точно так же вот эту ниточку прячем. И еще сделаем немного утяжку мордочки. Где-то сзади вводим иглу, выводим здесь вот посерединке. Затем тоже вот так же вниз выводим в этом же отверстии. Посерединке. Подтягиваем вот эти ниточки. Так. Теперь вставляем сюда, выводим тоже так же на одну петлю в бок. Так, где она у нас была? Вводим рядышком. Так, еще раз подтяну. Придерживаем и вытягиваем. Вот так вот. Теперь здесь их связываем, эти ниточки. На один узелок сначала завязываем, подтягиваем тоже. Смотрим, если нужно там подровнять. Чтобы щечки были. Все. Завязали на узелок. И также точно эти ниточки прячем внутри головы. Так вот, когда ниточки прячем, подтягиваем, да, и у нас же немножечко здесь остается, просто вот так иглой взять вот так и разровнять. И все, и ничего не будет видно. Наполнитель просто разровнять. Все. И обрезать. Теперь пришьем ушки. Я вот так вот продеваю ниточку в иголку, складываю в четверо ушко. Теперь соединяю с противоположной стороной. Вот так вот вместе. Видите? Сшилась. Теперь еще раз в эту сторону ввожу иголочку, а вывожу вот здесь вот сзади. Мне так пришивать удобнее. Начинать сзади пришивать. И за счет этого оно еще сильнее подтягивается. Вот. Теперь приколоть ушки, как примерить, вот так вот приколоть. Сейчас я
Вот так вот посмотреть, как, если понравилось все, и тогда начинаем пришивать. Я уже не буду на камеру, потому что это очень неудобно. Просто задеваю, беру, захватываю одну петельку на голове и вот так снизу одну петельку на ушки. Потом опять одну петельку на голове и на ушки снизу поддеваю. И так пришиваю по всему ушку вокруг. И вот теперь смотрите, когда я пришила по кругу уже ушки, и чтобы они вот так вот у нас не отгибались, вот сейчас я уже вот это пришила, оно плотненько, видите, стоит, что я делаю. Вот оно у меня по кругу уже пришитое, да? Отсюда начинала, пришила по кругу и сюда же пришла. Теперь отсюда опять вот так вот в бок ушко, плохо видно, в бок вот сюда ушко выхожу. Так, сейчас что-то не фокусируется. Ну, понятно смысл. Вот так. И где-то на ряд выше. Сейчас. Вот так вот сбоку вывела. И за одну петельку вот так вот где-то выше на один ряд продеваю. Затем опять сюда куда-нибудь в любое отверстие и вывожу сзади. Так подтягиваем все, и оно уже видно, что ушко ровно встало. Сейчас. Вот, оно притянулось к серединке. Все. Здесь тогда уже потом закрепляю ниточку на узелок и прячу внутри головы. Теперь вышьем мордочку. Беру тоже длинненькую нить. У меня это ирис. Так, в иголочку. Теперь где-то тоже вот так сзади, в любом месте. Выводим носики, где мы делали утяжку в серединке. Так, и здесь то же самое, поэтому же можно два раза сделать, 2 ниточки. Вводим. И еще раз, чтобы потолще. Если тонкая такая же ниточка, можно потоньше. Так, а выводим потом сразу же в середине глазика. И будем делать утяжки. Или с этой стороны, или с той стороны. Сейчас я за камерой вытащу ниточку, то неудобно. Вот так сбоку. Теперь вышиваем одну ресничку. По этому же ряду. Вот так вот в эту же выводим дырочку. И еще вторую сверху ресничку. А выводим с этой стороны. Вот так вот. И теперь точно так же с этой стороны делаем 2 реснички такие же.
Вот так вот в бок, вверх и опять вторую ресничку. Здесь, когда вторую ресничку вышиваем, сразу выводим, чтобы бровки сразу сделать. Так. Это на 2 ряда выше. Так. Тоже где-то на 2 ряда вверх. И смотрим здесь, чтобы симметрично было. Так. И вот сюда. А выводим здесь с этой стороны. Можно даже в то же отверстие, потому что мы тут никаких утяжек не делаем. Теперь смотрим, если все понравилось, все, тогда можно не переделывать. Все. Теперь закрепляем, завязываем узелок. Можно 2. И прячем точно так же внутри вязания. Так, вот я приклеила носик зайки. Теперь остается связать шарфик. Так. Я беру спицы чулочные 2,5 сантиметра. Кто не вяжет спицами, можно связать просто столбиками без накида за заднюю стенку петли. Я набираю 5 петель. 2, 3, 4, 5. И вяжу просто 2 кромочные по краям и все лицевые петли, как платочная вязка получается, да? Первую снимаю, дальше 1, 2, 3 лицевых, кромочная, изнаночная. Все. Опять также разворачиваю, кромочную снимаю, 3 лицевых, кромочная, изнаночная. Все, все ряды одинаковые, все лицевые. Снимаю, 2, 3 лицевых и изнаночная. Все. И так вяжу длину, какую мне нужно. Вот я уже связала такой шарфик. Где-то он у меня получился 22 сантиметра. Ну, вы уже смотрите, можно примерять на зайку. Сейчас чуть-чуть подниму камеру. Все. Зайка готов. Теперь одеваем на него шарфик, кому как нравится. Можно вот здесь вот приколоть чем-нибудь, можно завязать. В общем, тоже фантазия, кому что подскажет. Все. На этом вязание зайчика нашего окончено. Получился он 17 сантиметров без ушек и 20 сантиметров с ушками. Вот такой зайчик получился. Назвала я его Степашка. Мама мне так подсказала.
назвать. Мне понравилось, и я решила так его назвать. Все, спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца этот мастер-класс. Также заранее спасибо всем, кто будет со мной вязать этого зайку. И, как всегда, я, конечно же, буду с нетерпением ждать фото ваших заек. Потом сделаем ваши работы по моим мастер-классам, чтобы все посмотрели, как красиво вяжут девочки. Еще раз спасибо огромное всем. До новых встреч. Пока-пока.